Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Коллекция Valentino Весна-Лето 2026, представленная на неделе моды в Париже, оказалась гораздо спокойнее, чем то, что обычно создает Алессандро Микеле, нынешний креативный директор бренда. Сегодня дизайнер приглушил свой максимализм, предложив непривычно мало декора. Хотя линейка образов на теплый сезон вышла все же достаточно яркая. Она получила название «Светлячки» и отсылает нас в год 1941 к личному письму Пьера Паула Пазолини. В нем выдающийся итальянский кинорежиссер, поэт и прозаик через образ маленьких светящихся в темноте насекомых размышляет об уходящем времени и надеждах, об опасности наступления конформизма, если вдруг все жучки-огоньки во тьме погаснут. Для Микеле это стало метафорой. Даже в самые мрачные времена должен быть мерцающий свет надежды, желания, любви, красоты, несмотря на опасность или уныние. Мода в представлении Алессандро и есть те самые светлячки, та самая движущая сила, один из способов борьбы со всеобщим смирением, крошечный свет, который невозможно запретить, мерцание, которое не подчиняется режиму, страху, отчаянию, символ, который выживает вопреки. В комментариях дизайнер честно признался: «Когда я начинал карьеру, мир казался волшебным. Карандаш, стол, люди вокруг. Я хочу снова почувствовать это волшебство, хотя бы через одежду». Все это он вложил в образы новой коллекции, где свет не просто эстетика, а позиция, где мода как возможность сказать «мы живы и мы сияем». Следуя общей теме, модное шоу устроили в затемненном пространстве. Черноту помещения нарушали пульсирующие огни, создавая иллюзию летающих светлячков в ночном небе. К слову, пригласители на показ пришли не с дорогим золотым тиснением, а в виде упаковки светящихся палочек. Подобными, к примеру, пользуются рыбаки. Сегодня на подиуме Микеле не просто стилизовал образ светлячка. Он буквально отразил его естественную форму в дизайне вещей для весеннего гардероба. Округлые рукава на блузках, как нежные крылышки, драпировки и складки на юбках, рубашках, жакетах, как изгибы насекомого в движении. Пластинчатые украшения – эхо защитного панциря. Свечение вышивки, пайеток, блестящие ткани – это уже не только декоративный эффект, а часть сложной символики. Здесь мода изучает природу через текстиль. Одна из основных формул модного образа проста. Можно сказать, подозрительно проста, как для Алессандро. В череде из брючных двоек и платьев то и дело замечаешь всем нам знакомую комбинацию – блуза плюс юбка-карандаш, либо дуэт с брюками. Выглядит очень достойно. Я бы сказала, очень по-валентиновски и очень по-римски. Без прямого дублирования архивных работ основателя бренда, хотя с заметными отсылками к итальянской моде 80-х. Отдельной строкой, думаю, стоит отметить цветовую палитру. Здесь прекрасны все варианты. От яркой фуксии, неоново-желтых, пронзительных синих и пылающих красных нарядов для тех, кто любит смелость и дерзость, до сдержанной дымчатой гаммы и оттенков слоновой кости для тех, кто ценит классику. Из представленного гардероба особенно хороши, на мой взгляд, бархатная юбка в насыщенном темно-зеленом, притальный жакет в благородном пурпурном тоне, изумрудного цвета куртка-рубашка и платье-пальто в фиолетовом. Не менее эффектно и стильно смотрятся неожиданные цветовые миксы. Пусть даже порой они и вызывают легкое недоумение, а можно ли это носить в реальной жизни? Однако в паре с изысканным кроем, изяществом силуэта, тонкостью в линиях и пропорциях получилось заманчиво. Так что, мои дорогие, почему бы этой весной не попробовать повторить один из микелевских вариантов? Традиционно в новой линейке дизайнер представил как минимум с десяток вечерних платьев, готовых блеснуть на ковровой дорожке. Их сшили из кружева, шелка, ламе, украсили стеклярусом и пайетками, дополнили обувью на каблуке, где туфли с прозрачной перемычкой у пальцев уже попали в виш-лист многих модниц. В финале показа модели все разом вышли на подиум и подняли головы вверх, чтобы рассмотреть светлячков, мимолетные искры в темноте. И это был один из самых трогательных моментов в череде модных показов. Возможно, не все сегодня в коллекции Valentino идеально. Но разве не в этом прелесть моды? Она живая, несовершенная, как мы сами. И что важно, это не просто одежда, а попытка подарить радость и свет, даже в самые темные времена.
Приятного просмотра, друзья! С большим интересом жду ваши мысли и впечатления в комментариях. Надеюсь, вы не забудете отметить видео лайком. Всем красоты, нескучного дня, настоящих, ярких эмоций, позитива, добра и по-весеннему теплого, солнечного настроения!